Друзья мои, всем доброго здоровья. С этим видео я просто спешу к вам, чтобы не опоздать. Почему? Потому что я очень многим советую, показываю, и ситуация меняется, особенно погодные условия. Я рассказывал буквально в прошлом видео, показывал, как прекрасно летают пчелки, как они активны, как они жужжат, как все это происходит активненько, солнышко светит, температура плюс 25, и вот прошло 3 дня. Сейчас на градуснике вы видите температуру. О чем это говорит? О том, что пчелы не летают. Но кроме этого есть определенные нюансы, которые наши предыдущие действия сегодня могут стать ошибками. О чем я говорю? Во-первых, что мы сделали с вами в сентябре? По теплу перед похолоданием. Когда увидели прогноз, что вот уже будет холодать, то есть когда у нас плюс 25, нет смысла там чего-то охлаждать. Ну, понятное дело, что да, мы выдвигаем обязательно вкладыши, если у нас сетчатое дно, открываем крышки, забираем подушки, чтобы сверху был там или холстик, или пленка, не было утепления. Но кроме этого, мы не можем повлиять больше никак на охлаждение гнезда, если днем до плюс 25 и выше. Соответственно, ночью может быть и 15 градусов, и 10. Это не критичные температуры для пчел. Но каким-то образом они тормозят, да, развитие. Ситуация следующая. После этих плюс 25 резко наступает плюс 9 днем. Пасмурная погода. Вы видите, я снимаю сейчас на часах всего лишь 8 часов утра. И вот я прибежал посмотреть, как пчелки, потому что действительно ситуация может быть критичной и плачевной. Кроме работ по охлаждению, мы с вами еще знаем, что у нас внутри еще есть расплод. Буквально там пару рамок, на которых есть расплод. И, соответственно, освобождается место из-под расплода, пчелы его занимают медом. Для того, чтобы там не было пустого места, мы ставим заставную маломедную рамку, и пчелы перетягивают, формируя сами гнездо, перетягивают это содержимое из этой рамки. При похолодании на этой рамке за заставной остаются пчелы. Смотрим в улей. Покажу вам, друзья, несколько семей, бегло пробежимся и посмотрим. Вот смотрите, такая ситуация. Семья хорошенечко поджата. Мы видим пчелок в двух крайних улочках, причем эта улочка довольно-таки хорошо наполнена перед заставной. Вот это с саморезом заставная. И посмотрите, мы видим пчелок за заставной. Это те пчелы, которые брали мед за заставной. И вот с ними может случиться беда. Обычно при заморозках, при сильных похолоданиях, то есть как сегодня до 10 градусов, они там движутся, они активны и могут переходить через заставную. Но может быть критичная ситуация, почему я и говорю, что спешу успеть, когда температура опустится до мороза. И активность пчел не то чтобы снизится, они вообще могут погибнуть. Смотрим еще одну. Крайняя улочка, заставная и две рамки за заставной. Вон они там сидят, активничают. Есть даже пчелки, которых я вижу уже на дне. Видите, дно сетка, полностью просматривается улица. И вот там есть пчелки. Почему они там сидят, я не знаю. Может быть, просто отход каких-то старых пчел. Но вот одна на стенке точно выглядит как застывшая, потому что держится за стенку. И внизу возле дна, то есть тут есть уже несколько пчел, которые застыли. Если их взять, отогреть, они пойдут, но сами понимаете, это все вопрос риторический. Буду ли я их сейчас греть феном или ладонями. Заглянем в ППУ, как здесь обстоят дела. Вопрос не в ППУ, вопрос не в самом типе улья, вопрос больше именно в силе семьи. Посмотрите, как здесь много набито пчел. Здесь проблем никаких не будет. Семья намного сильнее. И даже не столько вопрос в силе самой семьи, сколько вот именно пчел за заставной. Видите, она поджата хорошо. Соответственно, большое количество пчел ушло за заставные. И мед они в любом случае перетягивали. Ну, вот такая ситуация. Но тут они не пропадут даже по морозу, пока еще посидят. Еще один. Здесь семейка слабенькая. Специально показываю как бы не самую сильную семью. Не вижу вообще. Здесь нет заставной. Здесь просто две рамки вот так поставлены. Чтобы они не хватило заставных, нужно делать. Короче говоря, есть ситуация уже где-то критичная. Там, где меньше пчел.
На такие семьи всегда нужно обращать больше внимания. А есть ситуация еще более-менее нормальная. В целом проблема ясна. Что делать для того, чтобы избежать гибели пчел прямо за заставной? Во-первых, первое, что мы можем сделать, это убирать вовремя рамки за заставными. То есть мы должны постоянно держать руку на пульсе, смотреть на прогноз погоды, на температуру. Да, синоптики часто ошибаются в осадках, каких-то еще нюансах, но, по крайней мере, температуру на день-два вперед мы точно видим, на 3, что будет резкое похолодание. Поэтому перед резкими похолоданиями нам необходимо рамки убирать, которые за заставной вообще, если холода уже будут длительными и речь идет там к зиме, например, это уже октябрь, ноябрь месяц. Сейчас, так как учитывая, что сегодня на календаре 26 сентября и еще будет очень много теплых денечков, и я знаю, что они этот мед 100% заберут. Как экстренно помочь? Конечно же, это можно позадвигать, позакрывать задвижки на доньях. Ну и если совсем будет прям заморозок конкретный, мы видим эти прогнозы, то необходимо даже положить утепление на день-два, пока пройдет это похолодание. Если же у вас будет оттепель сегодня, допустим, или завтра какой-то там плюс 15, который позволяет вылетать пчелкам, безопасно их взять и стряхнуть с этой заставной, то обязательно нужно провести эти работы. Там на заставной может быть довольно немалое количество пчел. Взяли, прошлись по всем ульям, посметали их щеткой в семью, закрыли уже без утепления, без ничего, и все, и вы не переживаете за них, потому что реально такие случаи бывают. И чтобы те, кто там потом в комментариях мне пишет, что вот смотрел, но так ничего не понял, специально еще раз подытожу. Если речь идет о теплых еще месяцах, когда похолодание день, два, три, 5, то пчелы за заставной выживут, потому что там есть мед, они же на меде сидят, они сами друг дружку там себя греют. Одиночные, которые расползлись, те могут упасть. И ситуация критична для именно морозов, когда ну совсем уже им там будет тяжело согреваться. Если же это уже конец сезона, больше там ноябрь и так далее, однозначно нужно убирать. Вот прям по такой погоде, пока они там еще нормально движутся. Доброе утро. Перемещаются, могут и те, которых вы будете, если доставать, стряхивать по стенкам, заползти. То есть срочно обязательно нужно провести эти работы. Не теряйте пчел, там до полурамки пчел сидит. Всем мира, здоровья и обязательно хорошей зимовки вам.